Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и сегодня проанализирую последние важные новости Германии и какие экономические и военные кризисы ждут Германию, если новая коалиция и Фридрих Мерц срочно не предпримут необходимых шагов. Начну с экономического кризиса и государственного долга Германии. Хочу вам более детально открыть глаза на то, как он продолжает стремительно расти. Многие политики до сих пор не осознают масштабы проблем, но цифры говорят сами за себя. Германия активно увеличивает инвестиции в оборону, а также выделяет огромные суммы на социальную сферу и инфраструктурные проекты. Все это, конечно, не проходит бесследно. В прошлом году государственный долг вырос на 2,6%, что уже ощущается на экономике. Согласно данным Федерального статистического управления, в конце 2024 года общий государственный долг Германии, включая федеральное правительство, земли и социальные фонды, составил 2509 миллиардов евро. Это на 63,9 миллиарда евро больше, чем в конце 2023 года. И отмечу, что в расчеты включены только обязательства перед негосударственными структурами, такими как банки и частные компании внутри страны и за рубежом. Другими словами, сюда не входят долговые обязательства перед другими государственными структурами, но даже без них цифры, как видите, впечатляют. Наибольший прирост задолженности зафиксирован именно у федерального правительства. За 2024 год долг увеличился на 36,5 миллиардов евро или на 2,1%. Главной причиной стало именно резкое увеличение финансирования армии в рамках программы специального фонда Бундесвера. На конец 2024 года размер этого фонда составил 23 миллиарда евро, что на 295,6% или на 17,2 миллиарда евро больше, чем годом ранее. Власти объясняют этот скачок необходимостью укрепить обороноспособность страны на фоне геополитической нестабильности. Однако не все государственные расходы показывают рост. Например, долг Фонда экономической стабилизации, который был создан во время пандемии COVID-19, снизился наоборот на 40,2% и составил 22,1 миллиарда евро. Это означает, что антикризисные меры постепенно сворачиваются, а финансовые ресурсы перераспределяются в другие сферы. Помимо федерального правительства, долговые обязательства выросли и у регионов. В 2024 году долг земель Германии увеличился на 2,1%, достигнув 606,9 миллиарда евро. Это связано с тем, что местные власти вынуждены самостоятельно финансировать многие социальные программы, включая поддержку беженцев, здравоохранение и жилищное строительство. Рост долгов затронул практически все федеральные земли, но в некоторых регионах ситуация особенно тревожная. Самый высокий процентный прирост задолженности зафиксирован в Мекленбурге, Передней Померании. Здесь долг увеличился сразу на 10,9%. Немного лучше ситуация в Рейнланд-Пфальце, где долг вырос на 9,7%, а также в Бранденбурге плюс 8,9% и Гессене плюс 8,3%. Однако, друзья, не везде показатели идут вверх. Есть некоторые федеральные земли, где удалось снизить уровень долговой нагрузки. Например, в Нижней Саксонии, в Тюрингии, в Северном Рейне-Вестфалии, в Саксонии-Анхальт зафиксировано снижение задолженности. Но если, друзья, смотреть не только на федеральные земли, но и на муниципалитеты, то картина еще более драматичная. Общий долг городов и коммун вырос сразу на 9,5%, достигнув 169,4 миллиарда евро. Это говорит о том, что финансовая нагрузка на местные бюджеты становится все тяжелее, а многие регионы просто-напросто не справляются с затратами на социальные выплаты, на беженцев, инфраструктурные проекты и поддержку транспорта. И следующая важная новость покажет, насколько Европейский Союз отстает по сравнению с Соединенными Штатами Америки в оборонной сфере. Анализ, проведенный Институтом немецкой экономики, указывает на серьезные проблемы европейского оборонного сектора. В отчете приводится разительный разрыв в инновациях. С 2015 по 2021 год американские компании, занимающиеся вооружением и обороной, зарегистрировали, внимание, 18 тысяч патентов, тогда как абсолютно все европейские страны вместе взятые смогли подать меньше 12 тысяч заявок.
Эксперты бьют тревогу, если не увеличить финансирование научных разработок в военной сфере, отставание Европы будет с каждым годом только расти. Ведь передовые военные технологии – это не просто вопрос обороны, но и стратегическая независимость, особенно в условиях растущей глобальной нестабильности. Почему Европа проигрывает Соединенным Штатам Америки в военных технологиях? Чтобы вы понимали, я хочу вам привести несколько причин, по которым Соединенные Штаты Америки значительно опережают Европейский Союз в этой сфере. Во-первых, США ежегодно выделяют просто гигантские суммы на научные исследования в оборонной сфере. Это позволяет развивать передовые технологии в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковое оружие, кибербезопасность и автономные боевые системы. В Европе же финансирование военных разработок остается фрагментированным и сильно зависит от политической воли отдельных стран. Во-вторых, в Соединенных Штатах Америки исследования и разработки курируются единым центром, Пентагоном, который определяет приоритетное направление и стимулирует частный сектор к инновациям. В Европейском же Союзе такой единой структуры просто-напросто нет. Оборонные программы часто разбросаны между разными странами, что снижает их эффективность. И в-третьих, в Соединенных Штатах Америки крупные компании активно вовлечены в военные разработки и получают поддержку на уровне государства. В Европе бюрократические процедуры и сложный механизм одобрения проектов значительно, конечно же, тормозят процесс внедрения этих инноваций. Вы меня спросите, что же нужно делать Германии и Европейскому Союзу. Прежде всего, Европе необходимо срочно просто-напросто пересмотреть подход к развитию военной науки и технологий. Увеличить государственное финансирование оборонных разработок – это позволит стимулировать создание новых технологий и сократить зависимость от Соединенных Штатов Америки. Дальше. Определить ключевые технологические направления. Важно здесь понять, какие сферы на данный момент полностью контролируются США и начать целенаправленно инвестировать в альтернативные европейские разработки. Дальше. Создать централизованный орган в Европейском Союзе, аналог Пентагона, который будет координировать все научные исследования в области обороны и распределять бюджеты более эффективно между странами. Давайте посмотрим с другой стороны на страны НАТО. Анализ, проведенный Институтом немецкой экономики, демонстрирует существенное различие в патентной активности в сфере вооружений среди стран НАТО. По данным исследования, наибольшее число патентов в области обороны промышленности за последние годы было зарегистрировано именно во Франции. Там было зарегистрировано 5300 патентов, в Германии примерно 4300, в Великобритании около 3500, а в Канаде, Норвегии и Турции вместе взятых всего лишь 1000 патентов. Однако, как видите, даже лидирующие страны Европейского Союза значительно уступают Соединенным Штатам Америки, где оборонная индустрия намного опережает Европейский Союз по числу патентов и инновационных разработок. Одной из ключевых причин отставания Германии, например, аналитики называют так называемую гражданскую оговорку. Это правило, которое запрещает университетам и научным институтам вести исследования, которые связаны с военными технологиями. Видите, что в то время как в Соединенных Штатах Америки ведущие вузы, научные институты, а также военные госпитали активно участвуют в разработке новых военных технологий, в Германии многие образовательные и исследовательские учреждения попросту лишены такой возможности. Эксперты уверены, что в свете новых вызовов в области безопасности и обороны Германии этот запрет просто-напросто устарел и только тормозит развитие военной индустрии. В анализе Института немецкой экономики прямо так и сказано, цитата: «Эти запреты должны быть как можно скорее отменены, поскольку в условиях изменившейся геополитической ситуации и новых угроз в сфере безопасности они больше не соответствуют реальности». По мнению специалистов, важно учитывать не только само наличие современных военных технологий, но и контроль над ними. Они подчеркивают, цитата: «Контроль над военной технологией в случае серьезного кризиса окажется важнее, чем владение конечным продуктом, в котором эта технология применена, и это в равной степени касается и самих патентов». Так, друзья, почему же Германии так важно срочно пересмотреть свою позицию? Во-первых, запретные исследования военного характера, о которых я сказал, не позволяют университетам и научным центрам разрабатывать ключевые технологии, что делает страну зависимой от иностранных поставщиков вооружения, в частности Соединенных Штатов Америки.
Во-вторых, недостаточное финансирование. В то время как Соединенные Штаты Америки активно инвестируют в военные разработки через университеты, Германия что берет? Она искусственно ограничивает возможность своих научных учреждений. Это приводит к тому, что перспективные немецкие специалисты и инженеры просто-напросто уезжают в другие страны, где их исследования поддерживаются на государственном уровне. И третье, как видите, мир стал намного опаснее, и безопасность Европы теперь не может основываться исключительно на старых принципах. Германия не может позволить себе игнорировать военные разработки и должна использовать потенциал своих ученых для усиления обороноспособности. Что же им необходимо прямо сейчас сделать? Во-первых, это отменить этот запрет и позволить университетам участвовать в разработке оборонных технологий. Во-вторых, создать новую стратегию поддержки военной науки на государственном уровне, как это делают в США, во Франции, в той же Великобритании. Также пересмотреть роль Германии в НАТО. Если страна хочет все-таки оставаться важным игроком в сфере обороны, она не может позволить себе то технологическое отставание. Поэтому, если Фридрих Мерц и новая коалиция Германии в ближайшее время не изменят подход, они рискуют окончательно потерять позиции военной науки и оборонной индустрии, что в свою очередь сделает страну зависимой от иностранных технологий и производителя оружия. Если вам, друзья, понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!